Добрый день! Это видео про СТОСН, про синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Все, что с этим связано. Про лечение, про методики, про упражнения, про техники, про мой опыт. Почему я снимаю это видео? Дело в том, что я уже провел больше 200 индивидуальных сессий на тему СТОСНа. И больше 200 мужчин избавились от этой проблемы. У меня накопился большой опыт различных ситуаций, с которыми ко мне приходили клиенты. У меня есть сайт stosn24.ru, где все по полочкам описано. Вся эта проблема. То, что почему он появляется, какие симптомы, как лечить, какие методы. Там есть техники различные, там есть книги. В общем, stosn24.ru. Заходите, кому интересно, почитайте, посмотрите. Видео про СТОСН я начал на своем YouTube канале записывать еще 2 года назад. Первые видео, они были не такие обширные, большие. Эти видео больше были ознакомительные, потому что у меня были знания определенного уровня. Естественно, за 2 года я нарастил свой опыт, потому что больше 200 сессий я провел и больше 200 мужчинам я помог избавиться от этого. Я изучал новые методики, техники, практики. И в этом видео, которое вы сейчас смотрите, я попытаюсь запихать все о СТОСНе, а также и проблемы со СТОСНом, которые связаны, и то, что у меня еще и накипело. Меня зовут Сергей Витищенко, я сексолог, психолог. Все образования можно посмотреть на моем сайте, который я закончил. Это Московский институт психоанализа, это Национальная академия дополнительного образования профессионального на тему сексологии. И тут что хочу сразу сказать. Дело в том, что многие думают, сексология это что-то такое уникальное. Дело в том, что сексология это 99% чистая психология. А в психологии я уже давно. И это лишь одно из направлений психологии. И когда ко мне клиенты приходят с проблемой СТОСН, которую хотят решить, и мы там всего лишь 2 или 3 раза упоминаем вообще про эрекцию, но в основном мы говорим про СТОСН, про симптомы, которые этому послужили. Приведу конкретно, наверное, пример про симптомы. Если вы смотрите это видео, вы уже знаете симптомы СТОСНа. Это когда нет эрекции, когда слабая эрекция. И сразу же хочу сказать то, что СТОСН это не физиологическая проблема. Ни по каким-либо физиологическим проблемам у нас не появляется эрекция, либо она слабая. Это именно психологическая проблема. И когда дело доходит до психологии, и тут уже все случаи рассматриваются индивидуально. Да, есть общая тенденция, почему люди приходят, что они чувствуют, то, что у них учащается сердцебиение, они начинают потеть, у них различные мысли негативные по поводу того, что сегодня спать с девушкой, сегодня будет свидание, либо с женой, да, неважно, что случилось. То, что они об этом думают, у них возникает тревога. И это, опять же, все индивидуально. И важно в СТОСНе узнать причину, почему так получается. Потому что симптомы у всех одни, а случаи и люди, потому что психологическое состояние, тот опыт, тот багаж знаний, жизненный опыт, который был у каждого человека, и физиологическое состояние у всех разное. Это я сейчас говорю к тому, что нет такой универсальной методики. СТОСН это общие слова, это общая проблема, общая болезнь. Но у всех она отражается по-своему, хотя симптомы у всех одни и те же. И с каждым клиентом мы работаем индивидуально. С кем-то мы работаем с помощью техники ДПДГ, десенсибилизация, переработка движения глаз. С кем-то с помощью трансовых техник, медитативные техники. Большое количество упражнений, рекомендаций, методик. Это все, опять же, все индивидуально. Но первое что? То, что когда клиент приходит, когда клиент обратился, то, что решить проблему СТОСН, мы с ним разговариваем. И тут начинается терапия. Терапия в том плане, то, что клиент открывается, клиент рассказывает, что он чувствует, что он думает, какие у него мысли, как он считает, почему так получилось, описывает подробные ситуации, когда это было. Мы разбираем эти случаи, ищем ту причину, потому что не бывает так, что парень, 20 лет, 25 или 35 или 42 года проснулся, и у него что-то не то с эрекцией. Вот у него жена, вот у него девушка, любовница, да неважно кто, вот у них сейчас вот-вот будет половой акт, а у него не встает, у него нету эрекции, либо эрекция есть, но она очень-очень слабая, с которой невозможно совершить полноценный половой акт. И вот тут начинается самое интересное. То есть это я клоню к тому, что при СТОСНе нужно найти проблему, нужно найти первоисточник, почему так получилось. Как я уже говорил, у каждого свой опыт. Каждый рос в определенной семье, с определенными установками, в различной социальной среде. У каждого есть свои страхи, свои тревоги. Тем более мужчинам вообще тяжело на самом деле делиться чувствами, эмоциями. Для мужчин
причин, там, одни из самых главных страхов — это показать свою уязвимость. Показать то, что они не такие мускулинные, как хотели бы. В общем, это я все, опять же, сейчас подытожусь к тому, то, что вкратце сделаю. СТОСН решается индивидуально. Да, есть общие методики, да, есть общие техники, но решается он индивидуально. И это нужно понимать. Далее. Виды лечения СТОСНа. На моем сайте есть полное описание. Как лечить. Общие есть рекомендации, есть лечение медикаментами, есть индивидуальные сессии, есть гипнотерапия, есть различные методы, с помощью которых можно вылечить данную проблему. Опять же, эта проблема, мы не забываем, она психологическая, она не физическая. Но тут вся фишка заключается в том, что какая ответственность и сколько ответственности берет клиент, тот, у кого эта проблема. Дело в том, что специалист выдает информацию. Специалист не только я, вы можете любого специалиста найти, психолога, сексолога в интернете, можете пойти офлайн, онлайн, тут уже не важно. Кстати, я работаю и офлайн, и онлайн, тут разницы нету. Но тут дело в том, что специалист дает методики, практики, упражнения, рекомендации. А вот клиент будет их выполнять или нет? И как к этому клиент относится? Просто приведу конкретный пример. Допустим, клиент обратился ко мне по СТОСНу, мы назначили с ним сессию, он едет по МКАДу от работы домой, встал в пробку, и тут началась у нас сессия. И он думал, что проблема СТОСНа решится быстренько в пробке, пока он стоит на МКАДе. Ну что там, скажите какое-нибудь волшебное слово, скажите, что мне сделать, какую-нибудь рекомендацию, чтобы избавиться от этого. Но так не бывает. Либо когда клиенту я отправляю гайд по самостоятельной работе со СТОСНом, там есть определенные упражнения, определенные техники, как от этого вообще избавиться. И когда клиент думает, так, ну тут надо что-то еще делать, тут нужно какие-то рекомендации выполнять. Не-не-не, это не мое. Мне бы что-нибудь такое, что-нибудь волшебное, чтобы раз-два и СТОСНа нету, чтобы он пропал, исчез. Опять же, это все фантастика, это все какая-то волшебная таблетка. Так не бывает. В работе с клиентами ответственность лежит в основном, ответственность специалиста предоставить всю информацию, донести, найти эту проблему, этот триггер эмоциональный. С помощью эмоционального триггера, что я имею в виду? Почему появился СТОСН, в какой ситуации, в каком возрасте, какие решения, действия перед этим делал клиент. Потому что, как я сказал, СТОСН просто так не появляется. Невозможно там проснуться в 29 лет или в 30 лет и у тебя СТОСН. Нет, он накапливается, имеет, опять же, накопительный эффект. И что-то есть постоянно, что фонит, какой-то эмоциональный триггер. Задача специалиста найти этот триггер, потом дать упражнения, методики, либо прямо на сессии разрешить убрать эту эмоциональную большую связь, убрать это эмоциональное напряжение. А задача клиента работать, делать то, что говорит специалист, выполнять те рекомендации, которые говорит специалист. Опять же, бывает, вот сразу же такой там кейс говорю, то, что у клиента и алкогольная зависимость, и наркомания, и порнозависимость. Там, полный набор. Делать он ничего не хочет, избавляться он от него ничего, от этого всего он не хочет. Он хочет какую-то вот волшебную такую фразу, слово там, сделайте что-нибудь, давайте войдем в транс, давайте войдем в бессознательное, что-то там поменяем в голове, и чтобы раз, два, три, СТОСН пропал. Такого не бывает. Тут нужно активное участие человека, у которого есть СТОСН, активное участие клиента в этом. Это прямо у меня вот наболело, накипело, потому что некоторые клиенты, опять же, с таким инфантильным мышлением приходят на сессии и пытаются их решить. На моем сайте STOSN24 есть 3 вида услуг по решению проблемы СТОСН. Первый вид услуг — это решение СТОСНа самостоятельно. Я отправляю гайд, и клиенту приходит письмо на почту, где есть 2 видеоролика, инструкции, как избавиться от СТОСНа. Почему самостоятельно я это сделаю, эту услугу? Потому что многие клиенты, они не хотят встречаться онлайн, либо офлайн, либо даже говорить по телефону. Они хотят сохранить анонимность, потому что для них эта проблема очень-очень уязвима. Они в данный момент не готовы этим делиться, не готовы погружаться вглубь себя, рассказывать о своих страхах, о своих проблемах, и они пытаются решить эту проблему дистанционно. И хочу сказать то, что когда клиенты оплачивают эту услугу, я отправляю этот гайд, то что примерно 8 из 10 клиентов, решают эту проблему самостоятельно. Но тут важно еще ответственность этого клиента. Выполняет он те рекомендации, которые есть в этом гайде? Прослушал ли он до конца? Сделал ли он те упражнения, которые там есть? Тут опять мы приходим, возвращаем ответственность клиенту. Потому что купить это одно, а решить эту проблему это совершенно другое. Вторая моя услуга — это работы и в индивидуальных сессиях.
Я работаю от 60 до 90 минут, все в зависимости от техники, которую мы выбрали, потому что, опять же, выбор техники тоже очень важно. Потому что вот приходит большое количество клиентов, и с каждым клиентом мы выбираем технику индивидуально. Кому-то это не заходит, кому-то это не нравится. Кто-то говорит то, что сразу же, так, я это делать не буду, ни сейчас, ни сегодня, я к этому не готов, я не хочу так сильно погружаться, либо копаться у себя в бессознательном, что-то оттуда доставать, либо делиться чувствами, эмоциями. А это приходится делать на сессии, потому что без этого проблему с Тосна очень-очень тяжело решить. И задача специалиста, и я так делаю, мы подбираем техники индивидуально именно. И опять же, там, не знаю, процентов 80 случаев клиенту хватает одной сессии, большой такой продолжительный, вот 1,5 часа, с помощью которой мы работаем, чтобы полностью избавиться от стосна. И третья услуга, которая у меня есть, это терапия. Это 5 сессий, где мы работаем поэтапно. Каждую сферу в жизни мы прорабатываем. Это терапия, психология. Эта услуга стоит дороже всех, но опять же, тут вопрос, как сказать, вопрос не... Понятие стоимости услуги, это понятие относительное. Для кого-то это дорого, для кого-то это дешево. И вопрос цены, он всегда имеет такое индивидуальное значение. Но тут нужно понимать то, что вы деньги тратите, не специалисту их отдаете, а вы вкладываете это в себя. Это вклад в свою психику, в разбор своих страхов, комплексов, неудач, различных ситуаций, которые были. Ну, то есть нет такого, потому что, опять же, приведу конкретный пример. Некоторые кейсы, клиенты говорят, ничего себе, у вас так дорого, либо некоторые вообще об этом не говорят. И тогда приходится клиенту объяснять то, что вы вкладываете деньги не в специалиста, а вы в себя вкладываете деньги, в свои знания, в свою психику, что потом применить это все на практике, что потом от каких-либо тараканов избавиться, преодолеть и двигаться уже дальше. Так, ну вот это просто у меня вот так вот накипело. Все подробности про мои услуги, кто я такой, про методы лечения есть на моем сайте stosn24.ru. Также я к этому видео прикреплю другие видео, которые я снимал про Стосн 2 года назад, 1,5 года назад, год назад. Есть у меня там большое видео, где я конкретно рассказываю про техники. Они есть, в принципе, и на сайте, и видео. Тоже его прикреплю, можете посмотреть. Любые вопросы задавайте, спрашивайте, буду адекватно на них отвечать и помогать вам избавиться от проблемы с Тосном. У меня на этом все. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго, до свидания.